F8 — это 8-й официальный альбом Five Finger Death Punch. После решительной юридической битвы за выход из своего старого лейбла Prospect Park Records, Five Finger Death Punch подписали контракт с Better Noise Music перед выпуском синглов с этого альбома. F8 является особенно личным для Айвана Муди, чья лирика чередуется с рефлексивной, раскаянной и злой. Айван оказался в очень сложной ситуации, сказал Баттери. Он много раз возвращался с реабилитации. В какие-то моменты он выглядел так, будто не собирается этого делать, что он собирается стать еще одной рок-звездой, которая этого не сделала. Мы потеряли Честера Беннингтона. Мы потеряли очень многих из этих парней. Некоторые из них были нашими друзьями. А Айван чуть не стал одним из них. Пару раз он умирал, и его нужно было реанимировать. Айван буквально сказал: «Этот альбом — это все, что произошло в моей жизни до этой записи». Он называет это своим отпущением грехов. Всем привет, ребята! Вводный конец Five Finger Death Punch порадовали нас новым альбомом, который называется F8. Очень неожиданное интро, которое напоминает начало какому-то драматичному кино. Плавное и нежное начало нагнетается достаточно агрессивными ударными. Ощущение, как будто сейчас вот-вот что-то взорвется, но давайте не будем долго останавливаться на интро, ведь нас впереди ждет что-то более сочное. Но сразу скажу, как человек, который очень любит интро, я довольна. После интригующего интро нас встречает с вами сингл, который уже успел покрутиться в плейлисте, но при этом не приестся. Фингеры всегда удивляли меня тем, что они могут совмещать это агрессивное в себе начало и что-то такое нежное и мелодичное. В данном треке мы слышим напористый, рычащий на нас экстрим Айвана, который сменяется в припеве на надрывистый чистый. Я ранее упоминала некоторые комментарии музыкантов, и по ним мы можем сделать вывод, что весь альбом — это некая исповедь Айвана. На протяжении всего альбома нас будут преследовать треки с лирикой о его зависимости, и данный трек как раз таки об этом. И даже если бы я хотел, я бы не смог объяснить, потому что ты не знаешь разницу между насилием и болью. Мне кажется, эти строчки — это обращение к людям, которые пытаются помочь, но при этом не понимают, что чувствует зависимый человек, какую боль он испытывает и слабость. Если говорить об инструментале, то обычная схема для фингеров: агрессивные рифы, которые обрамляют достаточно живые барабанные партии, и, конечно, потрясающее соло. Еще один сингл. Если смотреть на лирику, то здесь Айван показывает свое бессилие, равнодушие и отвращение к людям, которые busy counting backgrounds, yeah, you're busy counting sheep. Опять же, здесь прослеживается боль и переживания касаемо его зависимости. Я знаю, что никогда не спасу мир, так что я буду сидеть здесь, смеясь, как все это проходит. Полный круг. Мне кажется, особого разнообразия в лирике от этого альбома не стоит ожидать, но давайте все-таки посмотрим, что же будет дальше, но прежде обратим внимание на инструментал. Казалось бы, структурно песни похожи на предыдущую, и в целом у фингеров есть определенная структура, которой они придерживаются. Но в этой песне уже совсем другое настроение, другие эффекты, другие рифы, и в общем все это создает определенную уникальность для трека. Опять же сингл, вот он меня меньше всего зацепил, но равнодушный тоже не оставил. Вы знаете, начало песни похоже на саунд к боевику, я сразу представляю в слоумо идущих крутых мужиков в солнцезащитных очках. Они такие все деловые, классные, потрясающие, вокруг них происходит полный хаос. Для меня песня на самом деле ничем не отличилась. Типичный хороший фингеровский трек, он вроде бы и качественный, в песне поется о бытие. Кажется, путь, по которому мы идем, был проложен кровью и печалью, мы все живем мечтой. Что ж, мы пока прошли только по 4 трекам, но у меня уже вырисовывается определенная картина. Вы знаете, ситуация похожа на ситуацию с альбомом Is All Dying. Хороший качественный альбом, полюбившееся всем отличительное звучание, одна структура треков, небольшие отличия в партиях и эффектах, но все стабильно, хорошо, без резких взлетов или падений. Но давайте посмотрим, что ждет дальше. I'm a little bit off today. Something down inside me feels so different. Just a little bit off today. You can all fuck off today. И тут я запираю просто все
ранее сказанные слова. Вот этот трек действительно выделяется. Встречает нас акустикой чистый вокал Айвана с непринужденным настроением. На самом деле кажется по настроению, что трек о том, как Айван собирает на полях цветочки, непринужденно напевает и кайфует. Но если вы посмотрите в текст, то вы увидите резкий контраст атмосферы трека и лирики. Я вообще слезу пустила, когда изучала текст. Я не хочу сегодня пытаться, я чувствую, что могу сегодня умереть. Я немного солгал сегодня, я улыбнулся и сказал кому-то, что я их любил. Я должен был сказать «до свидания» сегодня кому-то, кого я люблю. Этот контраст устрашает, а фраза «I'm a little bit off today, you can all fuck off today» прям в сердечко. Вообще, этот трек достаточно интересный, инструментально он легкий и под настроение. Он очень выделяется среди всего альбома, и Фингерам респект за него на самом деле. Еще один офигенный трек. Нас встречает прям такой грув-грув, такие классные рифаки, и следом вступает Айван со словами: «Вам достаточно этого металла? Это достаточно тяжело, достаточно разрушительно. Я достаточно мертв для тебя, я достаточно жесток или груб». Я думаю, вы уже поняли, что этот трек посвящается тем людям, которые постоянно чем-то недовольны. Это им не так, то им не так, здесь и попсели, там и попсели, вообще, как говорится, звук говно. Если честно, мне этот трек очень сильно понравился, он брутальный и агрессивный. Обожаю, как после медленного бриджа происходит резкий переход в агрессию. Мне кажется, слово «агрессия» сегодня будет звучать очень много раз. Мне нравится, как Айван работает с чистым вокалом, он знает свои сильные стороны и всегда старается прописывать интересные вокальные партии, играть с интонацией и так далее. Но название этого трека как бы говорит само за себя. Трек об одиночестве. Углубляться тут особо не во что, да и не хочется, если честно. Он меня зацепил только припевом, пожалуй. Ну и в принципе вот этой вот драматичной лирикой. Она хоть и простая достаточно, но цепляет сердечко. Что еще можно отметить в этой песне? Ну, соло интересные. Инструментал тут сочный. Вот слово «сочный» конкретно для этого трека очень хорошо подходит. И вообще Кевин Чурка знает свое дело. Он всегда делает крутой звук. Он работает со многими известными музыкантами, в том числе с In This Moment. Вернемся к песне. Посмотрим немножко на лирику. Здесь Айван поет о славе, об ее обратной стороне, о каше в своей голове и об быстротечности времени. Хороший трек. Вы, наверное, думаете, почему я сильно не углубляюсь в лирику, а потому что она достаточно простая, легко написана, даже нет каких-то метафоричных оборотов, особо нечего копать, весь смысл на поверхности, и на протяжении всего альбома, собственно, чувства Айвана. Безумно эмоциональная песня, прекрасное вступление акустики, которое обрамляется виолончелью. Или что это? И все сопровождается каким-то ритмом сердцебиения, назову это так. Тут Айван как будто падает на колени и кричит о своей боли и о том, что он понимает свое состояние. Вспомним про зависимость. Вот может он душу наизнанку выворачивать. Вот как напишет текст, вот как споет, а ребятки-музыканты как это все подхватят, и вот ты такой сидишь и думаешь: моя душа сейчас просто разрывается, вы что делаете с ней вообще? Данный трек мне с первых секунд напомнил Slipknot. Это чисто мое ощущение. Возможно, тут Slipknot даже и не пахнет. Но давайте посмотрим на текст. Кажется, как будто сейчас будет лирика по военной тематике, но на самом деле это не так. Это лирика, да, возможно, о войне, но скорее о войне внутренней. Гитары и ударные как будто воспроизводят выстрелы. Трек тоже ничем особо для меня не выделился. Неплохой, фингеровский, но останавливаться на нем как-то не хочется. Кажется, как будто Айван здесь выплескивает всю свою злость на самого себя. Вот опять же хороший трек, качественный, но эффекта вау какого-то нет. Это хороший фингеровский трек, все. Лирика опять же про ситуацию Айвана, про его мысли, рассуждения. Но скажу, что для меня он, наверное, самый слабый.
Если честно, каждый раз, когда я слушаю альбомы для разборов, я сижу с телефоном, чтобы записывать какие-то заметочки. После прослушивания этого трека я ничего не записала абсолютно. Меня ничего в этом треке и не привлекло, и не оттолкнуло. Я просто послушала его, такая, ну окей. Ничего интересного, особенного нет. Хороший трек, и как-то и все. Да и лирика тоже особо ничем не отличается. Ну там о какой-то несчастной любви как будто бы. Но опять же, интерпретировать может каждый для себя. Я бы прошла его мимо, и я это сделаю. Вообще в этом альбоме огромное количество треков, и парочку я бы все же убрала. Но дело Айвана, он рассказывает свою историю, для него каждый трек важный, и каждый трек, возможно, частичка его души, которую он пытался вложить, так что это вся его история, и я тут вообще как бы... Если не считать последующих бонус-треков, эта песня последняя. По настроению очень светлая, хотя текст опять же нифига не веселый. Грустная песня о том, что никто никогда не умирает, о светлой стороне серого, о том мире, где все мы когда-то окажемся. От нее мурашки по коже. Очень приятный инструментал и вокальные партии Айвана. Темп здесь уже более спокойный, и в целом при прослушивании хочется смотреть в окошко, пить чаек и наслаждаться солнышком. Вот лично мои ощущения, когда я слушаю этот трек. Безумно люблю фингеров за их умение рвать тебе жопу и в то же самое время вызывать реки слез. Опять слышу нотки Slipknot. Бодренький трек. Все. А вот тут я заметила 4 отсылочки к ранним трекам. Ну и название соответствующее. Мне кажется, это такая своеобразная терапия для фанатов фингеров. Я этой терапией частенько пользуюсь на самом деле. Ну что же за отсылки? Погнали. Where did I go wrong? Who was I supposed to be? When it's said and done, you will remember me. Это отсылки к 6-му треку The Devil Zone из их дебютного альбома The Way of the Fist. I'm under, I'm over it, the same it's ever been. Отсылка ко 2-му треку Under and I'm over it из их 3-го альбома American Capitalist. I'm battle-born, a fucking storm, inform your next of kin. Отсылка к 4-й песне Battle-born из альбома 2013 года The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2. И последняя отсылка к 7-му треку White Knuckles из дебютного альбома The Way of the Fist. I'm taking back control with my knuckles. Обожаю, когда музыканты придумывают всякие отсылки к предыдущим трекам. И мне интересно, здесь хоть одна песня без слова fuck есть? Ну и последний трек здесь это Inside Out, Radio Edit. Ничего особенного, просто Inside Out немножко переделанные. Кстати, мне кажется, Inside Out это моя любимая песня в альбоме. Ну что ж, давайте сделаем какой-то вывод. Я, наверное, повторюсь и скажу, что ситуация напоминает мне все произошедшее с альбомом Zale Dine. Это хороший альбом. Если брать каждый трек по отдельности, он крутой, он качественный и типичный фирменный фингеровский. Но все-таки я скажу, что он разнообразнее альбома Zale Dine, потому что есть треки, которые ярко выделяются. У Zale Dine такого не было. Там просто каждый трек это стабильненько, хорошо. Я не скажу, что в этом альбоме присутствуют какие-то прямо точно провальные треки. Такого здесь нет. Почему же еще я сравнивала этот альбом с альбомом Zale Dine? Ну, потому что это тоже исповедь вокалиста. И поэтому, собственно, я особо не вдавалась в подробности касаемо лирики, потому что здесь все понятно, здесь чувства и эмоции Айвана, каждая песня — это определенный промежуток его жизни, это его эмоции, его боль и так далее. Мне кажется, если вы посмотрите каждый трек в отдельности, будете его слушать и при этом смотреть на текст, он вам понравится и он вас зацепит. Он не оставит равнодушным вас. За это я и люблю фингеров. Они большие молодцы, потому что они всегда могут затронуть мое сердечко. Они делают не только агрессивные треки, когда вам хочется просто разносить, рвать и метать, но также и достаточно мелодичные, спокойные, но при этом очень тяжелые песни, от которых ваша душа просто наизнанку выворачивается, и вы думаете, ну что такое? Ну как так? В целом я скажу, что мне понравился этот альбом. Буду ли я его переслушивать? Думаю, да, но только не все треки.
Лучший ли это альбом у Фингеров? Не думаю. Но это лично мое мнение, напишите свое в комментариях. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пока!